Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи с Игорем Мосейчуком. Он в прямом эфире, на связи. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Приветствую наших уважаемых зрителей. Друзья, всем большое спасибо, что присоединяетесь к беседе. Это можно сделать традиционно. Если никого не хотите ждать, QR-код и канал поддержите, и прям на экране напишите, чего хотите, если работает этот сервис. Также, конечно же, ваши вопросы мы принимаем в сообществе YouTube. Там анонс нашей встречи и традиционное место, где можно задать вопрос заранее. Также таким же традиционным местом, где обсуждение, общение и вопросы является закрытый клуб зрителей Шелеста в телеграм-сообществе. И, конечно, да, чат-трансляции. Чат-трансляции подключаем в самом финале, поэтому досмотрите эфир до конца и, пожалуйста, проголосуйте в нашем сегодняшнем опросе. Мотивирован он публикацией о том, что раскол случился в украинской переговорной группе, как бы Буданов заряжен под США и хочет побыстрее, в общем-то, договориться и использовать окно возможностей переговоров в Женеве. Кстати, очень интересных переговоров. Там американцы красивые такие, в галстуках. Украинцы тоже, ну, так-сяк, но тем не менее, вроде как все по-деловому. 4 часа уже заседают, и вот мы в прямом эфире, а заседание первого дня еще продолжается. Завтра будет второе, анонсируют. Ну, посмотрим, как первый закончится. Не обещают ничего, никаких комментариев, по крайней мере, российская сторона это утверждает. Но мы следим, да, за новостями, за новостейной лентой. Выйдет кто, скажет чего, или завтра будут какие-то результаты. Вопрос такой. Кто из приведенных членов переговорной группы за скорейший мир? Буданов, Арахамия, по-настоящему никто. Все, а толку Зеленский-то против. Такие 4 варианта. Абсолютно не взаимоисключающие, абсолютно такие, скажем так, на бум Лазаря, потому что мы доверяем или как опираемся только на западное представление о том, что происходит. Какие инсайды у вас? Что думаете насчет этих переговоров? Потому что я скажу сразу, это очень важно. Смотрите, конец марта, апрель месяц, там Пасха недалеко, да? То есть мы понимаем, что вот если это окно возможности использовать, то боевые действия прекратятся устойчиво, неустойчиво. То есть это реальный шанс убирать эскалацию. И вы сразу можете написать, дорогие зрители, в комментариях, так а что, а кто победил? Ребята, а кто в Газе победил? Ну, вот такой риторический вопрос. Что скажете по поводу переговорной группы? Действительно ли там есть те, кто за, а те, кто против? Ну, отвечая на ваш вопрос, я скажу так. По-настоящему никто. Изначально борьба между сторонниками Зеленского и Ермака и групп, которые объединились против Ермака, это фактически был заговор такой, да, но целью этого заговора было абсолютно не смещение Зеленского, не приведение мира в страну. Целью было добраться до кормушки, до корыта дорваться. То есть поменять ИПЛа коррупционные одни на ИПЛа коррупционные другие. Ну, что, собственно, и происходит даже сейчас со сменой министров, чиновников. Взять назад под контроль налоговую, таможню, и потоки все, ну и так далее, и так далее. Вот это была цель этого заговора, цель смещения Ермака. Сейчас, Александр, 4 группы, как я вижу, между собой занимаются Жабогодюкиным или скрещивают ежика с удавом, выясняют отношения, делят потоки и тому подобное. Мир не выгоден никому из них, потому что только дорвались, так и потеряли влияние на поток, если пришел мир. Логика есть, но я сразу встряну, потому что это важно. Слушайте, а что там той кормушки? Ну, по сравнению с 22-м, 23-м, да даже 24-м годом, ну так, 3 копейки.
Тем более, что, давайте тоже откровенны будем, никто особо не в обиде. Ну, то есть и у ГУР были заводики, бизнесы, влияние, и вот у Ермаковской, да, тусовки тоже. То есть все, в принципе, да, ну, были плюс-минус каждой сестренке по серьгам. А вы говорите о каких-то несметных богатствах и о ком-то корыте. Так корыто пустое. Смотрите, Александр, я говорю о потоках, и я знаю, о чем я говорю. Я вам приведу пример. Илья Нечников – это глава таможни на Закарпатье. Знаете, нам же рассказывал, как он там говорил, чтобы русские все уё, да? Да, Зеленский. Угу. И вообще все и вся. Вчера позвал Александра Поклада, сказал чистки провести, да, в службе безопасности. Человек руководит таможней на Закарпатье. Все знают, что это одна из самых жирных, ну, таможен в стране. Это же не тайна, ни для кого, я же не открыл военный секрет. Значит, его родственники, его имуществом в Крыму распоряжаются в Единой России. Не просто россияне, да, как там Зеленский сказал, в Единой России. Вот. А он руководит самой жирной таможней в стране. И там идет поток электронных сигарет тоннами, десятками тонн. Там идет поток айфонов, айпадов, другой техники Apple. Я вчера впервые об этом сказал, сегодня там такой шухер, совещание. Кто сливает Мосейчуку, откуда он знает, как, что, ну и так далее, и так далее. Знаю все, знаю, крышу кто делает, знаю. Сейчас по Львову пришла информация, по Львовской таможне. Та же история, только в союзе с СБУшниками. Все в порядке, мир, дружба, жвачка, бабки пополам, потоки идут. Потоки идут, ВВшка крутится, все. Арахамия и Гетманцев сидели на этих потоках, контролируя таможню. Вы помните систему монокийцев, да, так называемую, по налоговым накладным. И контролируя таможню. Потом Ермак это все увидел или услышал, там мы об этом, да, много говорили, не знаю, что стало причиной, но он их оттуда выбил. Что на самом деле и стало причиной ихнего бунта против Ермака, в конце концов. Он их выбил. И когда говорят, эти хотят мира, а эти мира не хотят, я говорю, да они все мляди, все зеленые гниды, только оттенки, возможно, ну, разные. И они все хотят кормушки, и все хотят лаве, бабла, а не какого-то мира, какой-то справедливости и тому подобное. 4 группы сейчас. Смотрите, группа, которая ориентирована на Давида Арахамию, группа, которая ориентирована на Михаила Федорова, группа, которая ориентирована на Аллу Борисовну, ну, то есть на Ведьмака Ермака, ну и, собственно, ближайшее окружение, которое контактирует с Будановым, Зеленского. Я так понимаю, там Маша, Геашвили, это, что ее епло должна вся страна знать. Ну, вы поняли, да, вот эти вот самые близкие, так сказать. Домашние. Они между собой сейчас делят, выясняют отношения и так далее, и так далее. Да, действительно, Буданов ориентирован на американцев. Был и остается в большей мере, хотя имеет контакты на острове, ну, британцев и так далее, но ориентирован он на американцев. А если учесть, что возле него там 2 безродных,
бродят. Я имею в виду Давидушку, которого ни родины, ни флага, и который готов подписать все, что угодно, когда угодно. Главное, чтобы гешефт был, выгода, ну, чтобы была. И который Дэвид Браун, он же, ну, мы же помним это все. И Рустем Умеров, который за крымско-татарский народ готов рубашку на груди рвать, жопу свою, а сам имеет американское гражданство, российское, турецкое, ну и украинское за компанию. Вот. Учитывая это, понятно, что позиция проамериканская сильнее. Но там есть второй эшелон. И вчерашний вызов Александра Поклада и публичный посыл о чистках в СБУ – это посыл британцам, потому что Поклад контактирует с Ми-6. Он как раз, если Буданов дружит с американцами больше, то Поклад дружит больше с Ми-6. Так, поясните, чей вызов? Вызов Зеленского Поклада и указание провести чистки. Ну, то есть, получается, Зеленский пошел против Ми-6. Звучит как анекдот. Не, наоборот. Зеленский пошел с Ми-6 с Покладом против тех, кто ориентируется не на него, а на свой собственный карман или на Малюка, или еще на кого-то в службе безопасности. Они, Поклад контактирует с Ми-6. То есть, это человек, который с ними постоянно на контакте. И они вместе очистить хотят службу от лиц, которые неблагонадежны для них. Не делятся, потоки не туда, не слушаются, общаются с кем-то там третьими, ну, или другими. Поэтому сейчас будет жесткая зачистка. Уже в службе трусятся, уже начинаются реакции на критические публикации. Ну, знаете, как в такие периоды, да, бывает, что любой шорох может стать основанием, чтобы тебя зачистили. Вот. Там же тоже, вот смотрите, как вы думаете, сейчас, во время военного положения, за последние 4 года, Александр, сильно возросла роль представителей СБУ, которые всегда были и в мирное время, а тем более сейчас, в каждом министерстве. Ну, если в мирное время они там за секретку отвечали и объедки со стола жрали, то сейчас, учитывая ситуацию, с ними приходится хорошо делиться, они в доле, в теме и так далее. Как вы думаете, вот они в них заинтересован Поклад чи Зеленский? Нет. Лучше туда поставить голодных, которые будут рвать снова, но будут служить хозяину, ну, который их поставил. Ну, судя по логике и по стилю управления Зеленского, причем это касается и кварталовских, телевизионных, каких-то других времен, эти голодные, они не по тому принципу, не по той логике, что если человек голодный, то он будет прям рвать. Он задешевле будет работать. Ну, то есть, дешевле Да, обойдется. Вы же посмотрите, с каких людей даже с квартала потерял Зеленский. Просто шел и потерял. Он не потерял только тех, с кем связан золотым тельцом, то есть баблом. Шефиры. Вот вы сегодня наблюдали, да? Интереснейшая вещь. Я наблюдал за судом по Герману Галущенку, по избранию меры пресечения. Смотрю, эти прокуроры зачитывают там вот обвинения, да, там все эти вещи. И очень интересный момент. Галущенко в составе преступной организации обогащался с 2020 по 2025 год. А у меня вопрос, а где тогда подозрение Сергею Шефиру, гражданину, кстати, Российской Федерации?
Он же был смотрящим за энергетикой в этот период не Миндич, а именно Шефир. Но Шефира потеряли, его в списке нету, вы же видели, да? Вот, ну, нету. Перечисляют преступную организацию, Мерова тоже нету. Ермака тоже нету. И у меня возникает вопрос, а что это было? Решили жертвенного барашка сделать из этого, из Гаущенко? Ну и как-то странно вообще, вот ехал на поезде в Варшаву, Тут другое, тут другое. а потом Я говорил прочитал. сегодня на суде, говорит, если бы я хотел сбежать, я бы сбежал. Так ты на поезде ехал в Варшаву за границу, или ты не сбегал? Он просто ехал, он не думал, что его там будут снимать, пасти. Смотрите, тут очень интересный момент. Сегодня был еще один суд, и там в 10 или даже больше разов уменьшили сумму заставы для Тандыра, судьи. Помните, да, судья Тандыр, который сбил нацгвардейца. Почему я вспомнил этот суд? Сейчас объясню. Дело в том, что запрос общества на посадку Гаущенко сумасшедший. Вот просто сумасшедший. Вот сейчас выходим, любой вот тут в комментариях напишут, кто против, чтобы сажали Гаущенко. Все за. И все требуют посадить. Поэтому на законность ареста всем плевать и задержания. Плевать. Все пользуются логикой Жеглова. Вор должен сидеть в тюрьме. И не важно, как я его туда посажу. Но в те времена это было действительно не совсем важно. Сейчас это выглядит по-другому. Судья Тандыр выиграл Европейский суд по правам человека именно из-за процессуальных нарушений при задержании. Теперь ему были вынуждены уменьшить залог и отпускать. Я предвижу, что плюс-минус такая же ситуация случится с Гаущенком, потому что на Буины давным-давно забили большой и толстый на криминально-процессуальный кодекс, на уголовный кодекс, на Конституцию, ну и на другие законы. Плевать. Есть запрос в общество. Ну все, поймали за шкирку, приволокли. Вы же видите, большинство дел НАБУ. Поймали, пофотографировали, спортивная рыбалка. Отпустили и все. Смотрю, вчера хлоп, Тимошенко второй суд выиграл. А скоро возникнет вопрос, а что это было? А ложечка-то найдется, но осадок же то останется. Так вы определитесь, вы правоохранительный орган или политический, ну, в чьих-то интересах. Вы одного будете загонять, второму давать сливы, ну, и так далее, и так далее. Если вы политический орган, то я не подписывался под то, что в моей стране такой орган существовал. Я его не создавал, слава богу. Хотя там законы под него и принимали. Ну и еще тут, почему так работают, в тупую, тупорыло, знаете, грубо, на буины. Потому что единственный орган, которому они должны быть подотчетны, парламент, потерял свою институциональность, на самом деле. И бифидобактерии, да. Во-первых, они обосрались и не только в прямом, смысле этого слова. Они обосрались, они имеют 50 повесток тоже в то же НАБУ и так далее. Они боятся, они трусятся. Я вам скажу так, когда я работал, вы помните эти времена, первым заместителем главы правоохранительного комитета парламента, а возглавлял его Андрей Кожемякин, от Батьківщини, то Артем Ситник, тодішній директор НАБУ, на пороге спал, дежурил. Его вызывали, его допрашивали на комитете.
Он мстил, там приходили с обысками к моим помощникам, еще куда-то. Но это никого не останавливало. А эти ж брали в конвертах, эти брали вот так, брали вот сяк, принимали участие в схемах, ну, разных. Их надокументировали, и они теперь обосрались и в прямом, и в переносном смысле этого слова. И все, и нету, ну, парламента нету, а посему НАБУ может что хочет, то и делать. Хочешь так закроем, хочешь не так, да вор должен сидеть в тюрьме. И не важно, что будет. Выходит Кривонос и на всю страну говорит директор НАБУ Семен Кривонос. Мы не обязаны возвращать деньги стране. То есть страна миллиарды обязана тратить на вас, а вы не обязаны. Я прочитаю лекцию. Любой правоохранительный орган прежде всего призван предупреждать преступление. То есть создавать атмосферу, в которой оно не будет осуществляться. Так они же кого-то предупреждают, кого-то не предупреждают. Да, они предупреждают, что мы вас арестуем, вас нет. Это самое. А они должны преступление предупреждать. Второе. Любой правоохранительный орган целью, если преступление совершено, то целью является наказание и изъятие того, что было украдено, ну, в данном случае добыто коррупционным путем. А у нас ни наказание, ни возвращение, зато политическая игра, политические интриги, украинская правда, подиум, антикоррупционные разговоры. Ребята, вы не понимаете, молодежь вышла с картонками, кто-то их подпихнул, кто-то, ну, завел, кто-то еще, но в следующий раз не выйдет никто не с картонками, а выйдет кто-то с гранатометом, и придется, ох, как нехорошо. Понимаете, в чем дело? Вот вы, ну, как бы вот эту такой широкий пласт мы обсудили достаточно такими, может, какие-то широкими мазками, там, конкретно по Галущенко, залог это 425 миллионов, там же эти схемы офшорные показали. То есть понятно, что он не один, как там, вот 1+1, ты на один, да? Ясное дело, что все четко понимали вертикаль и понимают до сих пор и сейчас. Ну, вот Медас как сидел в кабинете, да, так и сидит. Да, то есть, ну, Мидас Мидасом, а вот там, ну, хорошо, поменял кабинет визирь, да, Ермак, ведьмак, то есть он сейчас в сауне сидит, джентльмены удачи смотрит, спортзал там у него, то есть, ну, это, ну, немножко там попытался со шлемом помочь, не получилось, не успел, долго ехать просто из загородного вот этого. Александр, я вам по поводу шлема. Я готов утверждать, что тема со шлемом – это домашняя заготовка. Придумана она была Аллой Борисовной. Она была от начала до конца расписана, поминутные шаги, как, что, куда, и исполнена, соответственно, человеком, который государственную награду поставил выше спортивной, спортивную карьеру и спортивные достижения ниже бабла. Сегодня видели, Ахметов 10 миллионов дал. И я это утверждаю не голословно, потому что я знаю блогера, который знает эту семью Герасимовича, который обращался к ним перед Олимпиадой, просил: я приеду, я в Европе, я приеду, дайте интервью именно про спорт, не про шлем, не про, ну, про спорт. Он еще и сам спортсмен, ну, кроме всего. Дайте про спорт, ну, интервью. Ему говорят: нет, некогда будет. Ну, когда это произошло, он еще начал писать. А в ответ тишина.
зазвезделись и отморозились, потому что, ну, вдруг неудобный вопрос, уже подводят тем, кому удобно, можно ответить. Вот и все. И на фоне этого скандала провал олимпийской сборной на Олимпиаде не так и заметен. Ну, это да. Насчет провала сборной, действительно. И, ну, что, Зеленский только... Ну, ни одной медали. Ну, подождите, ну, Зеленский только выходит и говорит, что это вот страны разные берут фигуристов русских с российскими фамилиями, они там еще и места занимают и показывают, да, результаты какие-то, мол, их надо всех решить, всех наказать. Это если так про спорт. Все-таки, вот я вот слушаю по поводу вот этого кейса, это, конечно, как вы любите выражаться, жаба гадюкинг, это все очень переплетено, деньги большие крутятся, но с другой стороны, когда я говорю о том, что денег уже таких не будет, это еще один повод заканчивать войну быстро. Объясняю. Значит, это будет широкий, большущий обнулитель, это будет нулевая декларация, это будет жизнь ровно так же разделена на до и после. Вы слишком много видите, что кто-то расследует, кто что украл на ковиде. Нет. Нет. Александр. Понимаете, точно так же и будет и на войне. Александр, любимый журналист иностранный, награжденный Зеленским орденом свободы, Саймон Шустер, Да. сказал, что весной Украина подойдет к 2 миллионам жертв войны. Ни ковід, ні шмовід, ні тим більше велике крадівництво, будівництво. Ви, кстати, видели, да, что с дорогами произошло, которые построили, не принес такого количества крови, жертв, разрушений и тому подобное. Поэтому обнуление и желание обнулить будет. Ну, будет. Не, ну, тут даже спора нет. Но удастся ли? Все видят пример Михаила Саакашвили. Где он сейчас? В СИЗО. Давали ему гарантии? Давали. Вот вам ответ на ваш вопрос. Поэтому сегодня так, а завтра будет все иначе. Послезавтра украинский народ изберет адекватное правительство, которое скажет: да не, подождите, ребята. Преследование со стороны России и типа запрет на это окей. Но никто ж не давал гарантий не преследования за украденные миллиарды. Нет. Ну, если не давали, тогда погнали. Формально Саакашвили в тюрьме сидит не за провокацию тогда, в 2008. Нет, он сидит за другие вещи. И эти будут сидеть за другие вещи. Если, конечно, останутся живы. Потому что желающих прийти и кровушку пустить огромное количество. Фактически своими действиями зеленые гниды, ихние там хозяева островитяне, они разбудили дух Гайдамак. И мы это видим. Мы это видим, мы с этим стыкаемся. Даже в противостоянии с ТЦК. Это уже ж выходит на грань фактически, Александр, гражданского противостояния. Где эта грань? О чем вы растолкуете? Ну, многие, подождите, многие не видят этой грани. Ну да, Феденька Венеславский говорит: да не, фигня, 95% искусственный интеллект. Ну, это, наверное, при создании Феденьки папа использовал искусственный, ну, интеллект, потому ЭВМ. что... Да, этот получился, дефект получился. Получился электроник.
Да, все видят, а он не видит, понимаете? Там гранату бросают, а он говорит, искусственный интеллект. Там ножами режут, а он говорит, искусственный интеллект. Там в Одессе драка через день на драке, а он говорит, искусственный интеллект. Ну, дошло, что футболист съездил по роже ТЦКшнику, который унижал перед ним гражданского, цивильного. И, ну, а результат, говорят, пошел вон с команды, негодяй. Причем это самое интересное, это потом выяснили, это тот же самый футболист, который подрался ровно 3 года назад на сборах в Турции с россиянином, Шинник, когда он играл за футбольный клуб «Минай», и там у них были сборы, и они в отеле подрались. Украинская версия, что там что-то приставал пьяный или там грубо себя вел с уборщицей, а украинец вступился. Российская версия, что, в общем-то, напал. Ну, понятное дело, Турция, отели, сборы, там очень сложно докопаться до правды. Я просто напоминаю, что ровно 3 года назад, представляете, какой оборот истории, тут опять драка, но теперь уже совершенно с другим как бы минусом, с другим знаком. Ну, в этой истории еще один момент очень интересный. Денис, по-моему, Колесник, футболист, играл за команду футбольный клуб «Колос». Села Ковалівки на Киевщине. Село Ковалівка – это вотчина семейства Засух. И самый интересный момент, Александр, в том, что в собственника клуба, президента клуба Андрея Засухи, российское гражданство. У его папы Анатолия Засухи, который работал, вдумайтесь, замгубернатора Московской области, российское гражданство. Андрей Засуха обращался с открытым письмом к Путину, что тут эти помаранчевые, папу меня, ну, понимаете. А теперь вот это вот взять, ну... Слушайте, ну так... Даже, ну, я опубликовал паспорт. Друзья, можете зайти ко мне на телеграм-канал и посмотреть копию паспорта Андрея Засухи, собственника футбольного клуба «Колос». Ну, это ж, ну, Александр, смотрите, вы понимаете, это, бля, ну, уже даже нет, так это давайте так, если объективно абстрагировавшись, ну, так это гражданская война. Граждане России с гражданами России, понимаете? Ну, как бы вот это вот все пререкаются. Мы, если вообще поскоблим, ну, если у Шефера вы утверждаете неоднократно, никто, кстати... Да. Не проверяет. И никто не сказал, что я не прав. И никто не сказал нет, да, что там российский паспорт, у всех там недвижимость в Крыму, там в управлении и другие вещи. Ну так получается, так что сами друг с другом, понимаете, вот это вот, так сказать, и вот это вот разжигают. Внутренняя борьба, она же самая жестокая, это же заметно. Вопрос в другом, смотрите, вопрос в другом. Вот какая разница, да, между спортсменами? Вот разница какая? Да, абсолютно. Смотрите, один дал превратить себя. Вот смотрите, на самом деле никакого санного спорта в Украине нет. Использовать санную трассу, которую Артем Дмитрук опубликовал в видео, показал, невозможно. И я там узнал у своих друзей, это Герасимович. Гераскевич. Герасимович это другой. Да, Гераскевич. Ездил тренироваться постоянно за границу. На трассы за границу. Это требовало искать спонсорские деньги, ну, понимаете, и так далее, и так далее. То есть... Он видел, что спорт убит, трасса убита, все. И тех, кто ее убил, он поддержал. Он сам дал превратить себя в Рагуля, как угодно. Я скажу, имел ли он право на поступок? Да. На личный.
а не на участие в шоу 95-го квартала и так далее, и так далее. Плюс, даже личному поступку где-то есть грань. Мы же видели на этой Олимпиаде перформансов много. В том числе и даже в поддержку Украины. Но они имели грань, степень. В данном случае отыгрывался сценарий, как я уже рассказывал. Поэтому, человек поменял спорт на вот это все. И другой человек, который потерял место в команде, но показал, что он имеет человеческую гордость, что он имеет понятийность, что он защитит того, кого обидели слабее, и что он не побоится поставить на место того, кто бы это ни был. Понимаете? Я честно скажу, что руководство клуба «Колос» и лично его президент, гражданин Российской Федерации Андрей Засуха, поступили очень подло. Хотя, с точки зрения Российской Федерации, вот так. Нет, смотрите, давайте так. Подождите, Российская Александр. Федерация, смотрите. С точки зрения Российской Федерации поддерживать ТЦК – это вот так. Понимаете? Вот вся Российская Федерация, весь Кремль аплодирует действиям ТЦК. Потому что большей диверсии, чем осуществляет ТЦК против обороноздатности нашей страны, никто не осуществляет. Зачем враг, если вот он есть? И те, кто поддерживает ТЦК, такие как Андрей Засуха, они помогают подрывать вооруженные силы со средин. Я вам больше скажу. Зеленский вот этим высказыванием о русских, которые должны воевать, он такую услугу оказал Кремлю. Он такую услугу оказал кремлевским пропагандистам. Даже те люди, кто есть оппонентами Кремля, они, услышав этого долбограя зеленого нашего, феерического, они начинают менять отношение к Украине, к украинскому режиму и все. Вот самый яркий пример у вас на канале бывает Латынина. Уважаемая мной российская писательница, журналистка, и не только мной, и рядом других патриотов украинских и националистов в том числе, уважаемая. А вы знаете, что в ней перемкнулось что-то? А перемкнулось после чего? После того, как Миша Подоляк устроил скувание Латыниной в прямом эфире. Вы же помните, да, всю эту историю? Вот и все. То есть, Зеленский сейчас вот этим высказыванием делает все, чтобы Путин, Кремль объединили всех россиян в войне против Украины. Кому на пользу вот это он делает? Женева. Какие перспективы? Какие? Вот что мы видим на поверхности сейчас? Оказалось внезапно, там подробности пришли, 4 часа поговорили, политическая группа поговорила, будет завтра договаривать, дообсуждать, плюс присоединится военная группа и подгруппа. Нет пока сливов. Сливы, точнее, сейчас пойдут в ночную смену. Выйдут редакторы разных газет, они там, конечно же, напишут, почему будут сливы. Я объясняю. Потому что Ля Республика опубликовала, что сидят европейские представители, из этих коалиций желающих, и сидят, ждут. Вот сейчас они закончили, и украинская делегация будет встречаться с американской. Точнее, и вот эти делегации там разных стран, да, Франции, там, Англии, вот это вот все, европейской коалиции желающих будут встречаться с американцами и украинцами. То есть сейчас на ночь точно что-то там скажут, а вот кто что, а вот кто против, а вот кто за. Есть очень интересный
и очень интересный посыл со стороны России по поводу внешнего управления под мандатом ООН, временного правительства, которое стабилизирует ситуацию, подготовит и проведет выборы демократические, честные, то есть все как бы все будет нормально в этом отношении, и, так сказать, ну, это и закончит войну. Россия это делает не в первый раз, во второй, по-моему. У нас вообще как по кругу мы ходим, да, то есть была уже эта тема с временным правительством, еще я помню, тут год назад примерно, да, то, что там все обсуждали, шушукались, а кто кого поставит, а кто за что. Тогда удалось пропетлять, удастся ли сейчас, и является ли это, ну, таким фантиком, отвлекающим маневром против тех реальных решений, о которых мы узнаем рано или поздно по итогам Женевы, или это действительно такой намек тонкий, но на очень толстые обстоятельства, потому что если вводить эти реформы, ну, простите, надо прям брать и вводить. Времени, правда, Трамп говорит, не так уж и много. Ну, Александр, я думаю, что история с мандатом ООН используется как пугало, как жупел для того, чтобы подвести Украину к принятию определенных решений. Украину пугают. Смотрите, да, пугают Украину, и я скажу зачем. Все прекрасно понимают, что с Зеленским не будет мира никакого, никак, ни под каким соусом. То есть с бубном все будут плясать мир, а его не будет. Поэтому подводят к той истории, о которой мы не раз говорили, о временном переходном правительстве, которое будет сформовано Украиной, то есть украинским парламентом. Им прямо говорят, либо вы его формируете, ну, намекают, либо тогда он даст мандат. И тогда вы все на свалке, ну, понимаем, да, то есть это самое. Они прямо подталкивают. Понятно, что сейчас мандат ООН никто не даст. Ну, на этом этапе. А почему? Мандат Совета мира дать могут. Не, ну, мандат Совета мира это используют как один из возможных козырей, что в случае продолжения войны, в случае ухудшения ситуации на фронте, обвалов, ну, на фронте, то следующий момент это уже не будет предложение вашего временного правительства вашим парламентом, ну, создан, а будет мандат ООН. Ну, то, о чем русские говорят. Это вот вилка, которую сейчас ставят Украину. На самом деле, что делает Зеленский, что делает Сырский и подконтрольные им военные. 2 дня подряд все говорили энергетическое перемирие, энергетическое перемирие. 2 дня подряд по приграничным территориям, по Кубани, по Ставрополью летят наши дроны, лупашат, ну, сегодня ответка прилетела. Говорят, ответку потужно сбили, ну, правда, говорят только. Этот самый, и мы наступаем, прорвали фронт российский, 200 квадратных километров вернули. А как они это считают? Подождите, я правда, я потратил... Александр, я говорю то, что они я говорят. Сегодня потратил, вчера потратил время и сегодня пытался понять. Я пытался, правда, посчитать. Я пытался там сводки, пытался разных послушать. Бред собачий, ну, смотрите, не надо никого считать. Надо все очень просто сделать. Я не считаю ничего. Я беру украинский военный паблик Deep State, открываю и читаю. Каждый день потерян 1, 2, 3 населенных пункта.
Потом в иностранных СМИ появляется вот эта дикая информация о громадном контрнаступлении, 200 километров цей. А я думаю, вот это ж предатели в дипстейте, да, сидят? Подонки такие, не пишут. Ну, на самом деле, я только за, чтобы это произошло, но оно же не происходит, а людям лапшу вешают. Более того, не просто вешают. Контрмероприятия действительно происходили на Ореховском направлении. Ну, контрмероприятия и 200 квадратных километров, это, как говорят в нашей Одессе маме, две большие разницы. Но людей дурят, людям рассказывают анекдоты, люди, вот такая история. Ой, извините, новость пришла прям... Ух. Не можете не сказать, да? 425, 425, 200. Скидки сегодня в высшем антикоррупционном суде по поводу Голущенко. Скидки. Как? Минус 50%, даже больше. 200. Залог, иди в тюрьму. 200. Черная пятница. Да, 200 как-то. 200 найдут. 200 найдут. Хорошо, вернемся к событиям в Женеве. Давайте так. Я заметил, что на фронт вообще всем плевать. Ну вот объективно. Если по ударам по инфраструктуре еще так-сяк, еще говорят, то по поводу фронта, как-то, да, вот, тут задача какая? Тут, если так разобраться, то тут нет особенно там ошеломительного какого-то похода россиян, там, наступления такого, стремголов никто не несется. Говорят, сами уйдите. У меня вопрос. Сегодня Корниенко вышел, говорит, нам надо 60 дней полного прекращения огня, чтобы все подготовить, выборы. Но тут же такой момент очень важный. Медведев пошутил в ответ на русских, да, и на там, друзей Путина, которые не сидят, а это типа наша уступка. Это сказал Зеленский. Говорит, ты будешь у власти ровно столько-то, будешь жить ровно столько-то, сколько будешь разваливать Украину. Я не могу понять, а для кого это... морковка выборов. Вот для кого? Для Запада сомнительно. Сомнительно, что Западу прям интересно. Да? Те, кто дают деньги, помогают и так, они все его встречают, ручкаются с ним, с Зеленским. Легитимный, нелегитимный, там, плевать. Легитимный. Они, да, могут называть его лидер, и называют и президент, отдельные лидеры стран. Для России, что вот выборы сейчас прям очень нужны, и там кто-то придет, никто ж не придет другой, и там это прекрасно понимают. Так кому продают выборы? 101% украинцев, которые выступают против выборов. Ну да. Смотрите, украинцы против, на Западе плевать, в Москве, так себе удовольствие, но все прям говорят об этих выборах. Это пыль войны, Александр, пыль войны, за которую бросают в глаза для отвлечения. Никто же их проводить не собирается. Когда Виктория Сюмар сообщила, что 24-го внесут проект закона о выборах, да, я провел разведку по своим каналам в парламенте и выяснил, что внести-то ее, может, и внесут, конечно, Александр. Но он готов, ровно процентов на 10, 15. Максимум 20, это потолок. То есть на ним еще работать и работать. А внести и принять, как мы знаем, это могут быть года расстояний. То есть очередная пыль войны. По моей информации, выборов категорически требуют американцы. Им надоело это все. Они говорят, пусть или подтвердится, или пускай изберут того, кто будет с нами работать, говорить, и с Россией будет говорить. На самом деле, я говорил, повторюсь, мир в Украине на сегодняшний день с руководителей стран, мировых лидеров, выгоден только Трампу.
Только не подумайте, что он ему выгоден, потому что он очень любит Украину, садки вишневі коло хаты и украинцев. Плевать он на одно, на второе и на третье хотел. Он циник и прагматик. У него на столе лежит соглашение, так называемое соглашение Дмитриева, да, как его называют, о сотрудничестве с Российской Федерацией. О освоении Арктики, Сахалина, Аляски, редкоземельных в Сибири, ну и так далее. Он готов туда включить несколько проектов как гарантию будущего мира и развития, ну, по Украине. Я думаю, это транзит газа, титан, аммиак, ну, то есть вещи, которые всех интересуют, да. И все понимают, что без мирного соглашения, ну, по Украине, подписать это соглашение с Россией он не может. Война не дает этого сделать. И теперь у меня возникает вопрос. Мы продолжаем войну в интересах европейских глобалистов, которые категорические противники, ну, этого соглашения Америка-Россия. Или заради чего? Мы теряем государственность, мы теряем народ. Мы теряем народ не только на поле боя, как говорится, 2 миллиона, да, как этот Саймон Шустер сказал, весной будет. Мы теряем народ, как нацию, как общность, как... потому что разрывают духовно-кровную связь, потому что духовно уже говорят, надо запретить не просто русский язык, а книги на русском, любые, не важно. Уже даже Ауферов выходит и говорит, ну давайте как-то, ну что-то сделаем с законом о деколонизации, потому что Шевченко запретить надо, ну то, что я говорю. Потому что 85, да вообще все произведения Шевченко, кроме Кобзаря, написаны на русском языке. А кто останется? Гоголя надо запретить, этого Гребинку надо, ну, запретить. Ну, то есть, чуть ли не всех надо запретить. И тут они разрывают, ну, веру растаптывают православную, это самое, а кровно убивают на поле боя, ну, грубо говоря, и выталкивают со страны. Дошло до того, что католический епископ украинский, ну, это прямо сказал. Если бы это сказал православный, уже бы наручники одели, ну, и свезли куда-то. Католический сказал, ну, слава богу, хоть он, ну, сказал, отдадим, ну, честно сказал, правдиво сказал. И получается, что мы теряем народ, теряем страну. Мои знакомые друзья, которые промышленники, несколько уже, говорят, а мы бы вот ввезли бы 50 там индусов или 50 там этих, потому что некому работать. А тут еще, ну, понимаете, вот вдумайтесь, взять в 2 раза повысить цену на электроэнергию для промышленности. Промышленность, которая на раскорячку еле живая стоит, а им в 2 раза электроэнергию. Ну, люди говорят, ну, мы закрываться будем. Потому что, ну, как работать? Ну, самим доплачивать. Что делать? И в этом контексте страну, территорию, потому что страна их тоже, ну, мало интересует, превращают в биопомойку. Куда свезут разные народности, национальности, перемешают, не будет ни религии, ни традиций, ничего. Дискредитируется же все. Вот все, что только можно, дискредитируется. И все. Аплодисменты,
править вечно можно. Колония тебе, территория. На тракторах, при нынешней системе обработки земли не надо то количество, крестьян, что раньше, сейчас намного все эффективнее. Вот тебе лужайка для выращивания злаков, овощей, всего. Вот тут ильменит копай, вот тут вот руду добывай. Вот Тут тут 5G запустим, чтобы роботизация и автоматизация процессов, так сказать, пошла. Да, и все. И будем читать потом в книгах, где-то в энциклопедии, что были такие украинцы. Ну, вы тоже понимаете, вот опять-таки, тут же встреча, поколения вот эти сталкиваются. Хотя вот тоже очень интересный момент. С одной стороны, можно сказать, что это Мосейчук? Он скуф. Из того поколения, вот еще тот, вот это самое. Сидят вот это вот два в эфире, Шелест и Мосейчук, вот страдают по какой-то... Так что, значит, умирает страна. Новая же рождается. Сильная, с героями, с ценностями, с тем, что мы такому противнику противостояли, да, как вот раз, и вот выиграли, понимаете? И вот на этом же это все строится. Правда, тут парадокс, знаете, в чем? Вроде как можно так выстроить эту линию, и, в принципе, это и делает условный там Подоляк, и вот это, скажем так, Шобла, обслуга. Но получается странная вещь. Даже самые патриотические уезжают нахрен и говорят, мы будем с флагами ходить вон там по Япониям, по Канадам, мы любим свою страну. Александр, знаете, я, конечно, не король Испании, но мне очень польстило, я был в Мадриде буквально на днях, в Королевском дворце на экскурсии, когда ко мне подходили соотечественники и просили сфотографироваться. Знаете, на самом деле, да, многие уезжают, многие... а что вы хотите? Вот вчера ушел из жизни Семен Фишерович Гузман, известнейший диссидент, человек морали, человек правил, принципов, понятий, жизненных определенных. Жил на Оболоне, нахрен никому не нужный. Я прочитал тысячи реляций в Фейсбуке, в Телеграме, от власти, от Натальи Мосейчук, от кого угодно. Мляди, что вы сделали, чтобы помочь человеку? Вы любите мертвых. Вы не любите живых, вы не хотите помочь. Я не был другом Семена Фишеровича. Я общался с ним там на эфирах, встречался, сам пару раз брал интервью. Вы рассказываете, рвете рубашку, как вы его любили, какими друзьями были, что вы сделали для него. И так во всем. Вы же понимаете, это я один маленький пример живой сегодняшнего, вчерашнего дня показываю. А таких примеров постоянно и каждый день. А выталкивание людей со страны, что я считаю тоже убийством народа, наций, выталкивание людей со страны стало правилом. Я, кстати, наблюдаю, это сегодня там один свободовец, Руслан Андрейко, написал, что самая большая ошибка, все можно простить Зеленскому, нельзя простить, что он не утилизировал меня, Шария и Олежка. О, Господи. Да. Но у меня, я ему сразу встречный вопрос задал, и ответа я так и не услышал. Говорю, смотри, первое, тебе в глаза суд, а ты говоришь, что это Божья роса. Ты говоришь, что ты националист, а тебе ЛГБТ. Ты говоришь, что ты националист, а тебе мигрантов. Ты говоришь, народ и государство теряем,
а ты, ну, как-то не так выходит. Кривецкого вашего за высказывание, за Фаберже и в СБУ потянули. А вы все равно продолжаете зеленую задницу вылизывать. Так вы не националисты, вы такое что-то. Помесь бульдога с бегемотом. Носорога не назвали. Не-не, Мы носорог. заметили. Носорог на Мы месте. заметили. Друзья, давайте подведем итоги нашего вопроса. Значит, кто из приведенных членов переговорной группы за скорейший мир? 5% Арахамия, 12 Буданов, 28 все за мир, а толку? Зеленский-то против. Ну и по-настоящему никто, 55%, большинство аудитории считает, что по-настоящему никто из тех, кто сегодня поехал в Женеву от Украины, не выступают за мир. Это подтвердило то, что мы в начале разговора говорили. Я очень рад, что наши мысли с нашими зрителями совпадают. Друзья, перейдем к вашим вопросам. Всем большое спасибо, что вы их оставляете. Я всем рекомендую подписаться на Мосейчука. У него часто рубрика «Ответы на вопросы». И если какие-то вопросы не успевают, из чата трансляции он остается в записи. Тут такие интересные в чате, молодцы. Кто считает, что Шелест, Скуф, Став плюс? Ну, как-то не очень много плюсов. Друзья, спасибо большое за то, что за то, что уделяете внимание и нам, непосредственно тем, кто на экране, не только тем, кого мы обсуждаем. Ваши вопросы, которые вы оставляете, Игорь Владимирович берет для своих ответов на вопросы. Поэтому милости просим, подписывайтесь, интересуйтесь. Начнем, пожалуй, наш сегодняшний опрос, такую сессию вопросов и ответов. Так, секундочку. Сейчас начнем сессию вопросов на ответы. Ага. Ясно. Зеленский вышел. Мы просто в прямом эфире, поэтому сейчас перейдем к вопросам. Значит, украинская делегация на переговорах задаст вопрос об ударах России по Украине. Вопрос будет прежде всего американской стороне, которая и нам, и России предлагала воздержаться от ударов. Украина готова. Нам война не нужна. Это прямая речь Зеленского. И я также попросил европейские страны сегодня присоединиться к переговорам в Женеве. Ну, типа, это он попросил. То есть он попросил. Да. Ну, я говорю и повторяю. Пока Зеленский сидит в первом кабинете на Банковой, никакого мира не будет. Он будет действовать в абсолютно интересах других, третьих стран и так далее, и так далее. Да, друзья, перейдем к вашим вопросам. Значит, вот такой вопрос от Андрея из клуба зрителей. Диана Панченко говорит, что землетрясение в Полтавской области – это испытание ядерного оружия. Что вы об этом думаете? Я думаю, что навряд ли. Но удары по газодобывным вышкам, пластам, внутренние взрывы в середине Земли, они, естественно, приводят к изменению, к движению пород, землетрясениям и тому подобное. Это моя родина, мне это очень болит. Я думаю, если бы были какие-то какие-то секретные там места, мне бы уже пришли бы и об этом сказать. Пока, слава богу, такой информации нету, но то, что война меняет природу и очень сильно, и землетрясения. И сейчас мои земляки переживают большое новое горе, новое лихо, наводнение. И Сумская область, да, и там Полтавская. Очень разлилась моя родная Сула. Киев, Харьков, Александр, вам эта дорога известна, естественно, потому что с Луганщины от вас на Киев.
тудой всегда. Вот между Лубнами и Пирятином вообще вчера был перелив, всю трассу, ну, затопило, ехали автобусы чуть ли не под бампер, села позаливало и так далее. То есть мало войны, еще нате вам это самое. Вот, старожители говорят, что это за много-много лет. Я помню в детстве разливы и то меньше. А говорят, нагрешили много. Вот. Ну, про ядерку не слышал. Мгм. Так, значит, Лина Востроилова. На основании развала Украины по факту прекращения следования Конституции все хотели свободы. Донбасс по итогу своего достиг в России, перешел в Россию. Оставшаяся часть оказалась еще дальше от своего намерения войти в Европу и НАТО. Вопрос. Боролись за собственный концлагерь, и кто кого предал? Значит, ну, никто никакой концлагерь с умных людей строить не хотел. В 2014 году люди, которые стояли на сцене Майдана, предали тех, кто делал революцию. То есть подонки воспользовались плодами романтики. И продали. Во-первых, ассоциация экономическая подписана. Это была катастрофа с точки зрения промышленности, экономики и так далее. Во-вторых, война перманентная, АТО, перерастающая в войну на Востоке. Смотрите, некоторые из тех, кто стоял на сцене Майдана, я это утверждаю, они хотели, чтобы Крым ушел. Они хотели, чтобы ушел Донбасс, потому что там нету ихнего избирателя. Им плевать было на соборность, это только слова для них, пафос и тому подобное. Они хотели отделения Крыма, отделения Донбасса. И только этим я могу объяснить, что не было предпринято никаких мер по наведению порядка в Луганске, а это было реалистично, без пролития крови, без ничего. Выход колонны со Славянска на Донецк, который произошел тоже, и фактически сдача Донецка. И многие другие вещи я могу объяснить только этим. Поэтому народ поверил негодяям в 2014-м, а в 2019-м уже тем, которые запустили маховик в турборежиме. Александра задает вопрос. Британская делегация проявила выдающуюся изобретательность, решив явиться в отель, где проходят переговоры без предварительного приглашения, словно входя в цирк с бесплатным доступом. Они ожидают фидбэка, как преданные псы, сидя у двери в тени происходящего. Это не просто стыд, это высшая точка безнадежности в политической игре. В то же время каждый вторник в 12 мой любимый пламенный гость канала «Шелест», речь идет о Пламени Паскове, болгарском эксперте, утверждает о неком внеземном влиянии Великобритании. Но как можно соотнестись это невообразимое влияние с ожиданием ответа у порога незваного? Такой вопрос. Смотрите. Британская политика, я не буду как Паскал превозносить там какое-то чуть ли не божественное влияние бритов. Нет, все намного приземленней. Британская политика очень цинична. Она преследует свои личные британские интересы. И в своих британских интересах они будут уничтожать народы, они будут сидеть, ждать, унижаться возле двери, как сегодня. Они будут делать то, что в их интересах. С точки зрения Британии, это возможно и правильно. А нам с вами кажется вот эти вещи, о которых вы говорите. Игорь Владимирович, вы написали у себя в Телеграме, что готовится покушение на Александра Дубинского в СИЗО. Дайте подробности, Денис Смирнов пишет.
Есть информация с нескольких источников, как в СИЗО, так и в органах безопасности, будем так говорить, о том, что идет зачистка, и это и покушение на Алексеева в Москве, и еще людей, которые могут дать показания свидетельские, которые могут рассказать о сотрудничестве Зеленского с Кремлем, о сотрудничестве Зеленского с Андреем Деркачем, героем Российской Федерации и сенатором ныне российским, и так далее, и так далее. Кстати, вот 50% снижка – это тоже пас в ту же сторону. И более того, я скажу, что этот парень, Герман Гаущенко, тоже в опасности будет в СИЗО. По одной простой причине: он носитель тоже информации той же о сотрудничестве Зеленского с Деркачем, с Москвой, Ваня Баканов, ну вся вот эта компания. Я написал об этом с одной единственной целью. Знаете, когда огласке придаешь подобные вещи, это помогает их избежать. Поэтому вот с этой целью и сделана эта публикация. Следующий вопрос. Ну, про Олимпийские игры Петр спрашивает. Потужно, ни одной медали. Потужно, Ну, понимаете? это отдельная история. Я предлагаю все же дождаться следующей недели и отдельно посвятить этому часть выпуска. Я думаю, Александр согласится, чтобы проанализировать именно не политическую составляющую, а спортивную составляющую проеканной Олимпиады, скажу так. Вот такой вопрос от Ольги. Могут ли США объединиться с Европой против России? И чем это чревато, если они объединятся? Сейчас нет. И Европа неоднородна. И в США другие приоритеты. И вообще, ну, Трамп – это не человек войны. Если вы посмотрите вот сейчас, вот уже фактически на исходе переговорный процесс с Ираном, то Ну, как я... погоди, ну почему на исходе? Погодите, ну, Игорь Ну, Владимирович. Иран уже пошел на серьезные уступки. Это как Зеленский, понимаете? Пошел на серьезные уступки, но ничего не отдаст, понимаете? Ну потому что, давайте, ну, Нетаньяху, вы видели список требований? Конечно, Ну, потому что они завышают требования для того, чтобы получить меньше. Это нормально в дипломатии, в переговорном процессе. Это вообще по-трамповски. Он всегда завышает все свои желания и в бизнесе, и в финансах, и в политике, и в международке. Вот такой вопрос. Кстати, это очень... Я вижу тоже там по реакциям людей, что их очень ваше, ну, выступление, или как ваше, ну, тот фрагмент нашего сегодняшнего разговора про националистов зацепил. Вот вопрос задает пользователь. Если чисто гипотетически предположить, что Украина сохранится в количестве каких-то областей, новому правителю нужно будет показать, что он лучше кровавых пастора, кондитера, комика. Надо будет вскрывать факты коррупции, людоловства, и что это делалось все соловьиной, в вышитых сорочках, и таким образом национальная идея украинства будет полностью развенчана. Игорь, как отождествляющий себя с националистом, понимает всю бесперспективность украинского национализма? Ведь как ни крути, выходит землянка антироссия. Смотрите, это вот эти вот люди, которые почему-то себя называют сейчас националистами, хотят оставаться в землянке, хотят оставаться в повстанческих отрядах партизанских и так далее, и так далее. Я же это считаю историей.
И я считаю, что национализм 21-го столетия – это националист в белых рубашках, пиджаках, галстуках, а не в засмальцованных этих затяганных вещах. Вышиванка – это национальная традиционная одежда, а не форма чиновника-взяточника. И я считаю, что будущее национализма – это национализм 21-го столетия. Посмотрите, движение МАГА Трампа по факту националистическая. Коммунистическая партия Китая, вообще мое мнение, самая националистическая партия в мире на сегодня. Либеральные партии в Японии фактически проводят националистическую политику, потому что националистическая политика – это действие и работа в интересах своего народа, своей нации, свой национальный интерес отстаивания, а не подавление чего-то. Я уже говорил и повторюсь, нам не надо строить антироссию, антиамерику, антиевропу, антикитай. Нам надо строить проукраинское государство, где не внешнее управление будет, а где, як той же Шевченко писал, в своей хате своя сила, правда и воля. Так, вопрос. Вот такой у нас. Здравствуйте, Александр. Вопрос Игорю. Зеленский в Мюнхене обвинил США и Залужного в провале войны. Что это, на ваш взгляд, поворот против бритов? Нет, смотрите, это удар по американцам и по Залужному. А при чем там бриты? Он же не сказал, что это... Если бы он сказал, что провал в том, что приехал Джонсон, меня прошантажировал или мне что-то дал, и я сорвал стамбульские договоренности, тогда бы это было против бритов. А обвинить Залужного американцев, где в этом бритов увидели? Игорь, усилится ли настроение украинцев в марте 26 года? Почему? Наверное, имеется в виду протестное настроение. Усилится. Если не будет изменена система мобилизации, а ее изменить сейчас невозможно, возможно только прекратить боевые действия, войну и вернуть мир, то гражданское противостояние вокруг людоводства и бусификации будет усиливаться и, возможно, даже взорвется. Так, Мосейчук решил Америку открыть. Все преследуют свои интересы. Благотворителей на этом уровне на самом деле не существует. Если что-то дают, значит хотят что-то существенное получить взамен. Что, на ваш взгляд? Еще раз, какую Америку я открыть? Ну, по поводу, что все преследуют свои интересы. Что вот хотят получить даватели Зеленского? Даватели Зеленского хотят получить войну. Им не важно, сколько территорий потеряет Украина, сколько погибнет украинцев. Они, во-первых, зарабатывают на войне. Во-вторых, они абсолютно перестраиваются во время войны. Они считают, что путем ведения войны они ослабляют Россию как конкурента. Ну и все, но все ценой украинцев. Нас подбрасывают как уголь в топку войны. Пускай Мосейчук ответит за мага. Он за них топит. Они то Гренландию отжимают, то Канаду. Он что, за экспансию? Смотрите, я не топлю за МАГА, потому что МАГА – это американское движение. Я не американец, я за них не топлю. Если я рассказываю, что мне там тем или иным образом нравятся какие-то предложения, идеи какого-то либо движения, это не означает, что я поддерживаю их во всем.
Но они действуют в интересах Америки, и я хочу, чтобы у нас было движение, и у нас был президент, который действовал в интересах Украины. Это нормально. Да, значит, ну что, приходят первые данные. СМИ сообщают, что переговоры завершены сегодня, завтра продолжатся. Украинская делегация покидает место проведения. Ну и там есть такой момент, что переговоры были напряженными. Напряженными. Но, но, а ну скажите, но продуктивными. Нет, просто напряженными. Просто даже не добавили. Да, Обычно смотрите, это сообщают источники российские, это сообщают источники ТАСС ну западные. сейчас западные напишут, были напряженные, но продуктивные. Да, значит, В чем продуктивность, я не знаю, но это сам. ох, интересно, конечно, интересно. Значит, одесситы перекрывают улицы, да, в знак протеста против того, что отключают свет и несправедливости отключений электроэнергии. Ну, видите, как все традиционно. Все традиционно. О людях же никто не думает. Вы же видите Нет. как. Ну, вот смотрите, нужны они были для картинки. Выли из каждого утюга, туалеты там. Это вообще вброс был про туалеты эти на улицах. Нет, так я изначально это знал. Я вам скажу так. По ситуации в Киеве, по вообще всему, что в Киеве происходит, начиная от результатов ликвидации обстрелов, заканчивая состоянием улиц, невиноватых нет. И мэрия виновата во главе с Кличком. И 10 дебильчиков, как 10 негритят, назначенных Зеленским руководить районами. Это же один из них сообщил о санизаторных ямах во дворах, которые рыть надо. Об этом и речи не было, но было запущено это все, как это ударило, как, ну и так далее. Кабмин, ну, вы представляете, выходит Свериденко и говорит, Кличко должен доложить, когда восстановят ТЭЦ-5. А у меня вопрос. Ну, Дарнинскую ТЭЦ. А у меня вопрос. А как Кличко ее может восстановить? Пане Свериденко, это частная ТЭЦ. Принадлежит Анатолию Шкребляку. Греет жопу в Испании, там между Лондоном и Мадридом тыняется. У меня вопрос. Вы приняли решение о национализации? Передали это городу? Ну, и спрашиваете, или как? Или он должен взять бюджетные деньги города и потратить их на восстановление имущества Шкребляка? Так вы его первое посадите, правильно, после этого? Ну, давайте с пылу с жару под занавес, потому что мы в прямом эфире. Значит, тут очень, ну, несутся очень интересные новости, да. Ну, во-первых, о спорте, да. Российских спортсменов под флагом России допустили к Паралимпиаде. 6 спортсменов из России, 4 из Беларуси смогут соревноваться под своими флагами на зимних Паралимпийских играх. Это вот прям как ответ. Как вот, знаете, вот это берут кота и носом туда, где он, вот это вот, в шлем. Смотрите, Александр, Понимаете? это решение, я вам скажу, было известно до начала Олимпийских игр, что на Паралимпиаду допустят. И я думаю, что Гераскевича вот эта история, да, она была запущена тоже и с учетом этого. Он уже сказал, буду бороться, чтобы не допустить российских паралимпийцев. Я скажу так, если
там есть люди, которые принимали участие в так называемом СВО, это одна история. А если это люди с ограниченными возможностями, и их не допустить только потому, что, ну, это как-то выглядит. Это выглядит как санкции против спортсменов от Зеленского. О, да, вообще какие-то странные санкции, если честно, недавние. Не, ну мы с вами уже к санкциям любым привыкли со стороны Зеленского, поэтому, ну, главу Федерации шахмат под санкции засунуть, это чтобы наши шахматисты, которые, кстати, имеют очень серьезные успехи, да, ну, в шахматах, чтобы они не ездили на чемпионаты или как? Да, друзья, всем большое спасибо. Ну, Умеров там написал пост, но это, в принципе, ничего нового, говорит подгруппа. Это мы уже сообщили и раньше. Как бы спасибо Америке, доложим Зеленскому. Ну, в общем, пока хранят таинственность и тайну за 7 печатями. Ну, договорятся, договариваться. В любом случае, мы все обсудим, ничего не пропустим. Игорь Владимирович, спасибо за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо нашим уважаемым зрителям. Друзья, поддержите канал Александра Шелеста, поддержите лайком, репостом, комментариями. Я их все читаю, даже плохие. Иногда даже отвечаю, если время есть. На вопросы отвечу у себя на канале. Подпишитесь обязательно. Для нас, подсанкционных, это важно. Если есть возможность, задонатьте денежку, и будет вам счастье, и будет всем нам мир, и будем жить, друзья. Самое главное еще впереди, это понятно, но все детали уходящего периода, да, вот сегодняшние, там, все важные моменты мы обсудили с Игорем Мосейчуком, обсудим в шуме, где-то так минуточек через 40, поэтому всех приглашаю далеко не уходить. Берегите себя и друг друга. Добра и света.